Привет, друзья! Нас очень долго обманывали. Нас обманывали, начиная с Майдана. До Майдана еще даже обманывали, говорили, мы будем идти в Европу. Некоторые пришли в Европу, а некоторых просто обманывали. Потому что на самом деле мы идем в другое место. Мы идем в Азию. В Азию мы берем уже пример з Китая. Но не во всем, а в делі судопроизводства. Але щодо виходу під заставу, я вам скажу, що ми зареєстрували законопроект щодо довічного ув'язнення для топ-корупціонерів. Это Дмитрий Добродомов. Он в моем списке самых бесполезных депутатов Верховной Рады. Но даже бесполезные депутаты Верховной Рады иногда, видите, вносят какие-то законопроекты. Законопроект по довічному, по пожизненному заключению топ-коррупционерам. Кто такие топ-коррупционеры? Там є якраз пункт про заборону виходу під заставу тих, хто звинувачується в корупції, в хабарях, власне, ті, що стосуються топ-коррупціонерів, таким, якими є Роман Насіров. Ну, во-первых, как будут решать, кто является топ-коррупционером? Топ-коррупционер, ну как это получается? Миллиард украл, это уже топ-коррупционер? Или надо украсть 2 миллиарда? И это будет очень интересно почитать этот законопроект, но в одном уже точно определились в своем пути в Азию. А если вместо пули получишь 25 лет, считай, выиграл жизнь в лотерею. В принципе, при таком генеральном прокуроре можно ожидать чего угодно, и при таких умных, образованных депутатах, начитанных. Вот вчера Юрий Витальевич Луценко прихватил Януковича. Весело вышло. Решением Федеральной миграционной службы России по Ростовской области от... Что, Юра? Прошу прощения, я почну спочатку. Президент Украины Янукович до 24 февраля 2014 года находился на территории Украины, в скобках в Крыму. Я рад, что российская прокуратура усведомляє, що Крим – це Україна. Юра, ты дурачка включаешь или ты на самом деле дурачок? 25 февраля 2014 года даже для России Крым являлся Украиной. Ты чё? Но в связи с угрозой его жизни зарегистрирован Янукович ВФ по месту пребывания в городе Ростове-на-Дону по адресу улица Еременко, дом 81, корпус В. Вышеуказанный адрес внесен в Федеральную информационную адресную систему и присвоен индивидуальному домовладению усадебного типа с кадастровым номером соответствует. Так, кадастровый номер, хорошо, Янукович там проживает, но что-то Юрий Витальевич какую-то шутку заготовил. Вижу уже хитрую искринку в глазах. Коли представники Міжнародної поштової агенції прибули з нашими матеріалами на цю адресу, вони встановили складські приміщення за указаною адресою. Международной почтовой агенции. Вау, кто это такие? UPS, наверное, все-таки. Они туда приехали и обнаружили там складские помещения. Представляете, вместо дома. Ха-ха-ха! А мы теперь ориентируемся на данные международных почтовых агенций. Ну, якщо Росія надає притулок Януковичу в складських приміщеннях, може так воно і потрібно. Ха-ха, Юрий Витальевич Петросян. Але хочу розчарувати самого Януковича і його захист тим, що це не означає припинення, притягнення його до відповідальності. Давайте все вместе поищем Януковича. Он от нас не скроется, собака. Янукович, Янукович, ты где? Так. Не видели Януковича? Складские помещения. Но тут вроде как и домики есть. Есть! Янукович, собака, собака! Юрию Витальевичу надо было еще по Google картам поискать реально уровень генпрокурора. Но мы не уровня генпрокурора, мы зайдем в реестр кадастровых номеров. Заходим во вражеский реестр кадастровых номеров. Ищем. Трыть. Ну, так. Что это у нас? Здание, жилой дом, квадратный метр, кирпичное, трехэтажное. А один этаж вниз идет. Не зря искринка была озорная в глазах. Юрий Витальевич Луценко хотел здорово пошутить, но не вышло у него пошутить. Вышло в очередной раз показать себя клоуном, который ориентируется на данные международной почтовой какой-то там ассоциации, а не на кадастровые номера. Эх, Юрий Витальевич, с космоса надо было посмотреть. По поводу слышу звон, но не знаю, где он. Сейчас я вас прошу обратить внимание на выступление Ребекки Хармс. Ребекка Хармс из партии Зеленых, она в Европарламенте сидит всю жизнь. И Ребекка является многолетним уже, я не скажу прикормленным агентом, не, нашим другом. В общем, вот ее, часть ее выступления. Когда мы готовили эту резолюцию, которая имеет
по хорошей причине очень сильное отношение к Крыму, появились новые факты касательно оккупированных с помощью России регионов Луганска и Донецка. Не только русские рубли являются средством платежа в регионе Луганска, а еще и признаются русские паспорта и национализируются украинские предприятия. Может быть, мы не так расслышать? In der Gegend von Lugansk, sondern inzwischen werden russische Pässe. Когда вы готовите для Ребекки Хармс какое-нибудь выступление, вы ей объясняете, что российские паспорта действительно не только на территории всей Украины, не только на территории Луганска, и ужаса в том, что в Луганске вдруг действительно российские паспорта, никакого нет. Но более того, российские паспорта действительно и на территории ее родной Германии. И она просто немножко перепутывает. Вы ей объясняете, красным подчеркиваете, ребята, потому что потом выглядит это туповато. Там действительно российские паспорта. О, ужас! Без сомнения имелось в виду то, что эти паспорта начинает признавать Россия. Но все смешалось в доме Ребекских. И вот так вот получилось. Ну а теперь в качестве расслабления воин света в маршрутке. Конечно. Герой Я таких женщин наворачивал на гусеницу. Да. Конечно, да. Что ты? Конечно. В смысле? Я таких женщин наворачивал на гусеницы. Это можно было его прямо там на месте хватать в качестве, знаете, чистосердечного признания. Но дальше он наворачивает еще больше. Ты провоцируешь меня, ты что? Я не провоцирую. Герой! Да и дрочил! Я тебе сказала, нет, Что? Куда я пойду? В смысле? Что ты меня провоцируешь? Я вот этой вот темы со срыванием шапки не понял. Он обнажил рога или что? Что это за такое? Я просто давно там не живу, я не знаю. Может, это новая тема такая. Смотри! Меня провоцируешь? Я тебя сейчас закрою. Обратите внимание, возмущаются только женщины. Мужчины тихонько, как маленькие мышки, сидят и делают вид, что не замечают. Просто, знаете, это у мужчин есть такая тема, ну, была, я помню, что в метро, когда едут, и над ними стоят там женщины, там старики, а они типа спят, знаете. Вот здесь вот тоже, может быть, вся маршрутка уснула просто. Не трогай женщину. Я тебе Женщина! сказала. Да, женщина. Какая Ты женщина? не знаешь, что такое женщина. Женщина! Женщина, которая ждет своего бойца! Если ты, женщина, смотришь меня, но ты не ждешь своего бойца, значит, ты никакая не женщина. Во время войны! Я что ли знать? А ты кто такая? Лучше не знать, кто я. Так что ты? Кто ты такая, бля, по жизни? Я отвык от всего этого, но так забавно, так классно. Кто ты по жизни такая? Вообще? Тебе лучше не знать. А что ты можешь, ну? Я тебе жаловался или что, или плакался, или что? Кто ты такая? Что вонючая? Вышвырнуть Ты надо. что? отсюда. Ну, винтовку надо вести. В смысле? Ну давай, поехали. Я так понимаю, мужчина также его и снимает на телефончике сразу, чтобы как бы чего не вышло. Жопой своей. Жопой моей. Я Ты долго не должна сидела. нюхать мою жопу и целовать, блядь. За то, что ты здесь живешь в мирное время. И вот это вот, в общем-то, я считаю апофеозом. Ты должна нюхать мою жопу и целовать за то, что ты живешь здесь в мирное время. Ты поняла? За то, что ты сюда не падаешь от снарядов. Целуй его жопу за то, что ты не падаешь от снарядов. За то, что ты не голодаешь. Целуй его жопу и перед этим нюхай за то, что ты не голодаешь. Ты за это только должна целовать мою жопу. Не просто целовать, братка, а нюхать. Нюхаешь, а потом целуешь. Меня провоцирует, она меня спровоцировала. Провокаторша мерзкая, но стоило вот водителю уже, мужчине зажать в руке свой страх и сказать два слова этому джигиту, как он сразу же, ну все, успокоился. Можно по-человечески попросить, извините, вы там меня где-то зацепили. Ну все, не надо кричать. И объяснить, ты там громко разговариваешь, ну, правильно? Ну ты меня смотри, ты меня успокаиваешь моментами. Ну все, успокоился, да и слава богу. Я не знаю, настоящий это воин света или не настоящий. Если настоящий, то, знаете, круто. Если не настоящий, то тоже круто, потому что раньше все кричали «Я в Афгане был», а сейчас все кричат «Я в АТО был». А в любом случае, мужчины, которые там
которые в штанах, там, это обычно это мужчины. Не давайте возможности таким ребятам вести себя таким образом. Хотя давайте, мне же интереснее будет. Пока.